Как правильно мыть голову, подбирать шампунь и использовать кондиционер для волос. Вы удивитесь, но большинство людей делает ошибки в такой, казалось бы, суперобыденной процедуре, как мытье головы. В этом видео я назову 6 главных ошибок, которые люди совершают при мытье волос. Меня зовут Анна, это мой блог «Кудрявый космос. К делу». Первая и самая базовая ошибка, от которой будет зависеть во многом качество очищения нашей кожи, головы и волос, это неправильно подобранный шампунь. Шампунь, который подбирают не по типу кожи головы, а по типу волос. Главная задача шампуня – это очищение. Ему необходимо убрать грязь, себум, который выделяет наша кожа головы. Шампуни для определенного типа волос, для сухих, пористых, прямых или кудрявых. Это маркетинговый ход. Шампуню все равно, кто вы, мужчина или женщина, ему все равно, какие у вас там волосы окрашенные, прямые или кудрявые. Что действительно важно при подборе шампуня, это то, чтобы он не раздражал кожу головы и чтобы максимально эффективно очищал ее от остатков грязи, кожного сала. Итак, как подобрать шампунь по типу кожи головы? Существует 3 типа кожи головы: жирная, нормальная, сухая, как и с лицом. Соответственно, если у вас есть необходимость мыть голову каждый день или через день, если к концу первого дня, после того, как вы помыли голову, после того, как провести подушечками пальцев по голове, чувствуется такой липкий налет, жирность на пальцах, значит, у вас жирная кожа головы. Часто жирная кожа головы сопровождается перхотью. Для жирной кожи головы следует выбирать шампуни с очень хорошей промывающей способностью. Это обычно сульфатные шампуни с минимальным количеством кондиционирующих добавок. В составе таких шампуней на первом месте после воды должны быть сульфаты. Сухая кожа головы – это суперспособность не мыть голову неделю. И не потому что лень, а потому что она просто не жирнится. То есть у людей с сухой кожей головы нет надобности мыть волосы 5-7 дней. И часто после того, как ты помоешь голову, появляется такая неприятная стянутость кожи, могут появиться шелушения от сухости кожи. Людям с сухой кожей головы лучше выбирать шампуни без сульфатов и с большим количеством кондиционирующих добавок. Такие шампуни будут более мягко очищать кожу, не будут ее так сильно раздражать и иссушивать еще больше. И третья категория – это нормальная кожа головы. Как понять, что у тебя нормальная кожа головы? В общем-то, обычно об этом люди сами догадываются. То есть у тебя нет каких-то особых проблем с кожей головы. Ты моешь ее примерно каждые 3-4 дня, у тебя нет перхоти, нет какого-то зуда, шелушения, сухости и так далее. А людям с нормальной кожей головы нужно в первую очередь ориентироваться на свои ощущения. Им могут подойти и сульфатные шампуни, могут подойти и ряд без сульфатных, более мягких шампуней. И здесь нужно понимать, а точно ли шампунь тебя хорошо очищает, если это бессульфатный шампунь, а точно ли через месяц у тебя не возникает неприятных ощущений в виде, например, боли возле корней волос, от плохого очищения такое бывает. Поэтому всегда ориентируемся при выборе шампуня на свои собственные ощущения. У меня есть статья на сайте о том, как выбрать шампунь под тип кожи головы и на какие ингредиенты в составе. Обратите внимание, в этом видео я вас не загружаю названиями компонентов. Если вы не можете самостоятельно подобрать правильный шампунь, если вы постоянно ощущаете какой-то дискомфорт после того, как вы помыли голову на коже головы, то вам лучше обратиться к специалисту, к дерматологу или к трихологу, который поможет вам сделать правильный выбор, исследует вашу кожу головы. Но теперь переходим непосредственно к мытью волос. Вторая ошибка, которую допускают люди, это плохо смачивают волосы перед нанесением шампуня. В таком случае шампунь будет плохо вспениваться и плохо очищать. Третья ошибка – это излишнее трение при мытье. Это, знаете, когда люди на макушке собирают все волосы, вот так вот их трут вместе с пеной всю свою длину. Так делать не нужно. Лишнее трение травмирует волосы, особенно когда речь идет о мокрых волосах. Массировать нужно кожу головы подушечками пальцев. Когда вы приходите в какую-нибудь парикмахерскую, салон, и вам моет голову парикмахер, вот так нужно мыть голову в идеале, конечно. Очень тщательно массировать все зоны головы. Учитывая эти 3 ошибки, уже можно вымыть волосы правильно, так
Как мыть голову правильно? Во-первых, берем подходящий именно вам шампунь, а не тот шампунь, который посоветовала подружка. Во-вторых, очень хорошо смачиваем волосы, особенно прикорневую зону, водой. Далее наливаем порцию шампуня в ладонь, можно немножечко добавить туда воды, чтобы просто шампунь лучше вспенился, и приносим на голову. Дальше массажными движениями тщательно распределяем шампунь по всей коже головы, по всем зонам, на лбу, на макушке, сзади, на затылке, за ушами, в общем, везде, где у нас есть волосы. Длину при этом не трогаем и не массируем. Смываем шампунь и при необходимости повторяем еще раз, то есть моем волосы еще один раз. И здесь возникает вопрос закономерный, нужно ли мыть голову 2 раза. Это зависит от того, насколько эффективно вы промыли волосы первый раз. Например, у меня с первого раза всегда плохо пенится шампунь, всегда плохо смачивается прикорневая зона, поэтому я мою волосы 2 раза. Когда мы намылили хорошо прикорневую зону, мы спускаем аккуратно руками пену по длине волос и затем все это смываем. Ну а далее мы не забываем увлажнить наши волосы кондиционером. И 5-я ошибка – это игнорирование кондиционера при мытье волос. Кондиционеры не просто распутывают волосы, кондиционеры помогают защитить волосы от повреждений, кондиционеры придают волосам вот эту вот необходимую мягкость, гладкость и блеск. Игнорирование кондиционера – это путь к повреждению волос. Как правильно использовать кондиционер? Кондиционер стоит наносить на очень мокрые волосы, начинать с кончиков, постепенно распределять его по всей длине, поднимаясь к корням волос, да, и при этом мы всегда на волосы добавляем немного воды. Поливаем волосы водой, чтобы сделать волосы еще более мягкими. Такое состояние очень мокрых волос позволяет им легче распутаться и больше увлажниться. Распутывать волосы нужно начинать руками вместе с кондиционером. При необходимости добавляйте столько кондиционера, сколько вам нужно на волосы. И не забывайте при этом поливать еще раз волосы водой. Когда волосы будут распутаны, можно причесать их расческой с мягкими зубчиками. О том, как выбрать расческу для ежедневного ухода, я рассказывала в этом видео. Посмотрите его. Кондиционер лучше оставить на 1-2 минутки. Сколько у вас там есть времени, можно, конечно, и на 10 оставить при желании. И затем кондиционер нужно смыть с волос. И сразу оговорочка для тех, кто гуглит, как мыть волосы по кудрявому методу. Нет никакого специального способа мытья и кондиционирования волос кудрявых. Да? Вот все, что я только что сказала, подходит для любого типа волос прямых кудрявых, и не нужно себе ничего усложнять. Идем дальше. Мы помыли волосы шампунем, прокондиционировали кондиционером, и теперь время вытирания волос. И здесь у нас есть следующая, 6-я ошибка, последняя на сегодня. Это трение волос с полотенцем. Еще раз, трение волос всегда сопровождается их повреждением, поэтому волосы полотенцем мы не трем. Мы аккуратно промакиваем длину полотенцем, либо заворачиваем волосы в тюрбан. Лучше отказаться от махровых полотенец в пользу полотенец из гладких натуральных тканей. Итак, это были главные замечания в уходе за волосами, в мытье волос, кондиционировании волос. Если у вас остались какие-то вопросы, то задавайте их в комментариях. У меня на сегодня все. Живите долго. Пока.